Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на втором уроке мы с вами разберем навигационные экзаменационные задачи ГИМС с учетом ветротечения. Перед тем, как приступить к решению задач, напомню вам основные базовые определения в морской навигации при решении этих задач. Рассмотрим рисунок. Например, наше судно следует курсом 90 градусов вдоль берега. Истинный курс 90. 12:00, отчет лага 10:0. Определили место по двум пеленгам. Определили место судна и поставили точку. 12:30. Счастливая точка у нас здесь. Определили место по двум пеленгам. Получили обсервованное место на 12:30. Отчет лага 15:0. 13:00. Счастливое место у нас здесь. Произвели обсервацию по двум пеленгам. Определили место. 13:00. Отчет лага 20:0. Соединили эти три точки линией и получили линию, которая называется ПУ альфа, путевой угол альфа. Угол альфа – это угол дрейфа. По формуле альфа равно ПУ альфа минус истинный курс мы находим угол альфа. Ну, еще можно угол альфа найти по кильваторной струе, то есть только таким способом. Из счастливой точки на 13:00 мы проводим невязку. Это называется невязка. В тестовых билетах есть вопрос. Вот такая извилистая линия, которая соединяет счастливое место, условное место, где мы себя считаем, и обсервованное место, где мы находимся на самом деле. Соединяем извилистой линией невязкой. И прокладку мы уже продолжаем уже из этой точки. Вот из этой точки мы уже продолжаем дальше следовать. Ну, ветер у нас здесь какой? Ветер у нас норд-вест. Запомните, ветер дует в компас. То есть направление у нас норд-вест. Ветер дует в компас. Ветер дует в левый борт, значит у нас со знаком плюс. Если ветер дует в правый борт, угол альфа со знаком минус. Это понятно. То есть, когда у нас со знаком плюс, у нас измеряется по часовой стрелке. Со знаком минус против часовой стрелки. Вот такое влияние оказывает ветер на судно. И не путайте, угол альфа – это угол дрейфа. В тестах это есть. Угол дрейфа. На рисунке рассмотрим влияние течения на судно. Есть прямая и обратная задачи. Мы разберем обратную, так как на практике чаще приходится решать. Проводим линию пути ОБ, предполагаемую линию пути. Точка Б – это точка прихода. Данное направление и скорости течения на момент прохождения судного участка, где действует течение, берем с карты или из атласа течений или других пособий. Определяем вектор течения, его скорость. На рисунке течение имеет направление зюит-ост, к юго-востоку. Далее построим скоростной треугольник. Переносим вектор течения в точку О. В точке С, из точки С раствором циркуля отмечаем скорость по лагу, делаем засечку на линии предполагаемого пути. Ну, скорость по лагу у нас здесь получается совпадает с точкой прихода, ничего страшного. Далее из точки Б откладываем направление течения в обратном направлении, получаем точку А.
Точку А соединяем с точкой О, берем параллельную линейку и рисуем линию. Прикладываем транспортир и определяем курс. Истинный курс перемещения судна по линии пути. Мы на рисунке видим, что судно движется под каким-то углом из-за воздействия течения. Этот угол называется угол сноса и обозначается буквой бета. Угол бета – это угол между истинным курсом и путевым углом бета. Называется углом сноса от течения. Если угол сноса изменяется по часовой стрелке, левый борт, значит со знаком плюс, против часовой стрелки со знаком минус. Запомните, течение вытекает из компаса. Направление. Не путайте с ветром. Течение вытекает из компаса, а ветер дует в компас. На рисунке очень хорошо видно, как учитывается совместное воздействие ветра и течения на судно. На первом этапе мы рассчитываем угол альфа, угол дрейфа от ветра. На линии P у альфа откладываем скорость по лагу, V лаговая. Получаем точку B. Точку B подставляем вектор течения. Получаем точку С. Соединяем с точкой О и получаем путевой угол с учетом суммарного сноса. Здесь угол С это суммарный угол сноса, ПОЦ путевой угол с учетом суммарного сноса. Ветер у нас северный. Мы помним, ветер дует в компас. Направление севера. Течение вытекает из компаса. Südost. Направление течения Südost. Задача номер 12. Дано истинный курс, угол альфа плюс 3 и угол бета плюс 7. Найти ПУЦ. В тестах у вас написано просто ПУ. Но мы знаем, что это некорректно. ПУЦ это путевой угол с учетом суммарного сноса. Раз у нас есть угол альфа и угол бета. Рекомендую сделать рисунок. Сразу определиться, куда дует ветер и куда несет течение. Ветер у нас на рисунке южный, ветер южный, но может быть и юго- и западный, и юго-восточный. Главное, чтобы он дул в левый борт, так как он у нас со знаком плюс. То же самое течение вытекает из компаса. Оно у нас может быть и северное, в данном случае северо-западное, может быть и северо-восточное. Все углы у нас изменяются по часовой стрелке. Далее формулы из прошлого занятия мы знаем. Компасный курс плюс дельта К равно истинный курс и плюс суммарный угол плюс С. Находим ПУЦ. Мы знаем по умолчанию. У нас написано ПУ, но на самом деле это ПУЦ, суммарный угол сноса. Поправка дельта К с прошлого занятия, вспоминайте, дельта К плюс магнитное склонение плюс девиация. Далее проводим расчеты понятные и находим угол ПУЦ. Путевой угол с учетом суммарного сноса, который равен 280 градусов.
Задача 13. Дано угол альфа левого борта 5 градусов, ветер норд-ост. Угол бета 3 градуса, течение зюит-вест. Рекомендую сразу делать рисунок, чтобы вам было видно. Смотрим на рисунок. Норд-ост, ветер норд-ост. Ветер дует в компас, значит в левый борт. Течение зюит-вест из компаса. По формуле S альфа плюс бета мы находим суммарный угол сноса 8 градусов. Задача номер 14. Дано истинный курс, угол альфа, угол дрейфа и угол бета, угол сноса. Найти ПУЦ. Но опять же в билетах у вас тестовых написано ПУ, но мы уже знаем по какой причине. Смотрим на рисунок. Ветер остовый, восточный, дует в компас, соответственно в правый борт. Угол альфа будет со знаком минус. То же самое. Течение изменяется против часовой стрелки. Будет со знаком минус. Находим по формуле С равно альфа плюс бета минус 5 градусов. Суммарный угол сноса будет минус 5 градусов. Далее по формуле ПУ равно истинный курс плюс С мы находим ПУЦ 310 градусов. Задача номер 15. Дано ПУ, угол альфа и угол бета. Найти истинный курс. На рисунке мы видим, что ветер восточный дует в левый борт. Соответственно, угол альфа будет со знаком плюс. Также и угол бета будет со знаком плюс, так как он изменяется по часовой стрелке. Находим С. Суммарный угол сноса равен 10 градусов. И по формуле истинный курс равно ПУЦ минус С. Истинный курс 215 градусов. Задача номер 16. Дано истинный курс. Угол альфа 3 градуса, ветер западный. Угол бета 2 градуса, течение норд-ост. Найти ПУЦ. На рисунке мы видим черная стрелка. Ветер западный дует в компас, в левый борт. Соответственно, угол альфа будет со знаком плюс. Угол бета также изменяется по часовой стрелке. Соответственно, будет со знаком плюс. Суммарный угол сноса равен 5 градусам. ПУЦ равно 300 плюс 5, 305. Задача номер 17. Дано ПУЦ. Путевой угол с учетом суммарного сноса равен 90 градусов. Угол альфа, угол дрейфа минус 2 градуса. Угол сноса, угол бета равен 3 градусам. Найти истинный курс. На рисунке мы видим, раз угол альфа со знаком минус, значит ветер нам дует в правый борт. Находим по формуле альфа плюс бета, находим суммарный угол сноса, будет равен 1 градусу. И по формуле истинный курс равен ПУЦ минус С. Мы находим истинный курс 89 градусов. Дорогие друзья, заканчиваем второе занятие. Мы просмотрели и разобрали все навигационные задачи, которые есть в тестовых экзаменационных билетах ГИМС.
Надеюсь, вам понравилось. На следующем занятии мы приступим к изучению МППСС-72. Всем удачи, до встречи!